Ребята, всем привет, меня зовут Игорь, я сейчас нахожусь в городе Стамбул. Будем здесь мы 5 дней, так что посмотрим город, посмотрим, как он устроен. Попробуем пообщаться с местными жителями, если получится. В общем, смотрим. Не хочется снимать попсовые достопримечательности в Стамбуле. На ютубе уже сотни видео блогеров, которые рассказывают историю. А я люблю снимать, как живут люди. Мне интересно. Хотел бы зайти в какие-то вот эти маленькие турецкие домики. А показывать 101 раз Султан Ахмед, Топкапы, цистерну Базилика. То есть, если вам интересно, можете на ютубе вообще без проблем найти сотни роликов. Сам город не даст надежду на равнодушие. Он либо впечатляет, либо отталкивает. В моем же случае и то, и другое. Стамбул очень контрастный город. Красота, роскошь и нищета зачастую разделяются одной улицей. Итак, друзья, я уже нахожусь в самом центре города. Это у нас район Фатих. Как это всегда бывает, много магазинчиков. Видите, люди процентов 90 на улице, все в масках. Достаточно много народу, но по официальной информации население города 17 миллионов почти, а по неофициальной почти 20. Видно, что город очень оживленный, такой весь подвижный. Бросается в глаза, что с торговлей здесь все в порядке. Эти футболочки по доллару, по 3, все есть. Сейчас зайдем сюда. О, даже так. Обратите внимание, сколько чаек над торговой площадью. Чайки в Стамбуле по-своему являются местной достопримечательностью, и они такие крупные. Здесь на площади милая собака устроила представление. Секунд 40 назад вокруг нее было с десяток туристов, все снимали. Здесь же в центре люди торгуют разными товарами, какие-то открытые чемоданы. Я не хочу громко разговаривать. И так, видите, полулегально, стихийно, немного прячась. Обувь здесь меняют что-то. И люди подходят, спрашивают, интересуются. Шнур на телефон. Надеюсь, меня здесь никто не подбьет за то, что я с камерой хожу. И реально покупает. Вот человек примеряет кроссовки, видите. Я уже просто не хочу близко подходить. Там же рядом человек играет на гитаре. В общем, жизнь кипит, друзья. Нужно перейти на другую сторону. Стою уже 2-3 минуты. И так начинается челлендж. Переход дороги в Стамбуле на красный свет. Поехали. Пропускают. Побежали, 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 побежали. За человеком, за человеком. Опа. Есть. Будем двигаться к знаменитому Галатскому мосту. Популярное место у туристов. Вот, зазывает, люди сидят, кушают, отдыхают. По целому кофе здесь 6 лир, салаты в среднем 7 лир, картошка фри 8, рыбные блюда стартуют от 25 лир. Но в целом скажу вам, что здесь не очень большое разнообразие еды. Если хотите больше разных попробовать вкусных турецких блюд, то нужно идти под Галатский мост, и там очень много разных кафешек на любой вкус. Много наших соотечественников, часто слышна русская речь. Ребята, что там происходит? Позже я узнал, что это была рекламная акция к чемпионату мира по автогонкам Формулы-1, который будет проходить в Стамбуле в ближайшее время. Не знаю, что они здесь ловят в таком шумном месте. Интересно, что и на самом мосту очень много рыбаков. Но я думаю, если они там стоят, значит что-то ловят. Попробую посмотреть улов, если позволят. Босфор. Çamanlıbaşı. Çamanlıbaşı hacı. Вот, друзья, я говорил, что ничего не ловят. Все ловят. Видишь? А, так у вас хорошая рыбка. Хорошая, хорошая. На жареху то, что надо. Приманочка, кусочек рыбки. Всегда считал, что современный низкопольный трамвай – это украшение города. Одноразовый проезд в трамвае стоит 6 лир, но выгоднее купить Istanbul Card тоже за 6 лир, и потом вы ее просто пополняете в автомате, и проезд вам обойдется всего 3,5 лиры. Также с помощью карты можно ездить на метро, автобусе, метробусе. В общем, очень удобно. Нужно попробовать местный кебаб. Это мое, да?
Стоит она совсем недорого, всего 8 лир. Так, пробуем. Внутри мясо курицы. Но видите, они не добавляют вовнутрь всякие соусы, как у нас. То есть турецкий лаваш, куриное мясо и вот листья, честно говоря, не знаю, как называются. Любопытно, что она совсем не сухая, то есть листья, они пускают сок, и шаурма получается очень сочная. Ко мне только что подошел дядя с автоматом и сказал мне вежливо, чтобы я одел маску. Так вот. Айжан, скажи, пожалуйста, свое мнение о городе Стамбул. Как тебе вообще? Посмотреть можно вот эти старинные места, посетить мечети. А как тебе кулинария, что скажешь? На любителя. Ну да, можно согласен. сказать, на любителя, да. Или вариант второй, нужно знать, что точечно покупать. Либо, а так, да, знать. Да, прям разбираться как, в этом. Ну, даже если зная, у каждого, правильно, у каждого народа, у каждой страны свой, как говорится, свои специи, те же самые специи, те же самые продукты, то, что даже где-то, может быть, те же самые помидоры, грубо говоря, эти наши, у них, конечно, отличие большое. Что наши, что поэтому здесь больше как-то на любителя, знаете. А так, в принципе, город как город. Вечером все же мы посетили знаменитую мечеть Султан Ахмед, или как ее еще называют, Голубая мечеть. Строение очень фундаментальное, мощное, красивое. С него вот прям сочится история. При входе обязательно нужно снимать обувь. Женщины надевают платок. Мужчинам нельзя заходить в шортах. Классное место. Разрешили нам здесь поснимать. Людей мало совсем, как видите. Все бы хорошо, но, к сожалению, мы не смогли полностью оценить всю красоту мечети, так как внутри идут реставрационные работы. Верхняя часть закрыта строительными лесами, и вместо красивого купола мы увидели строительные балки. А так место классное, спокойное, умиротворяющее. Друзья, хотел вам показать, какой у нас вид из окна нашего номера. Внимание. Вот, тадан. Вот, смотрите, не жилой дом, я так понимаю, это больше похоже на хостел. Да, учитывая, там вот носки внизу валяются, и бывает по утрам еще дымит труба. Ну, как-то так. Едем в трамвае, хотим посмотреть старые районы в Стамбуле. 10 минут езды на трамвае, друзья, и здесь начинается совсем другой мир. Район Фатих. Вот, посмотрите на эту красоту, какие красивые, интересные дома, как все опрятно, аутентичная атмосфера настоящего Стамбула. Таких домов, к сожалению, становится все меньше и меньше. Несмотря на огромное количество интересных мест, этот район считается одним из беднейших в городе. В районе Фатих проживает почти 500 000 людей. Настоящая восточная романтика. Здесь проходит у нас фотосессия. Не хочу идти, чтобы не испортить кадр. Можно идти. Hello, what's your name? Что там ты показываешь? Что там у тебя? Конфетки? Молодец. Люди приветливые, не знаю, читал там в интернете, что здесь какие-то криминальные районы. Какие здесь криминальные районы? Здесь все улыбаются. И даже дети, они не пристают, не просят ничего, в отличие от центра. Ну, на некоторых станциях метро дети показывают, протягивают руку. Здесь все доброжелательно, люди улыбаются. Простенько, но мило. Кто-то огородил себе домик цветочками в горшках и так высажено за заборчиком. Здесь у нас отдыхает котик. Что ты тут сидишь? Нечем тебя, к сожалению, покормить. Нет ничего с собой. Тут потасканный немного фасад. Провода висят странным образом. Труба какая-то из окна. Ну, в этом доме в половине окна вообще заколочены. Видите, так все как-то подзаброшено. И все это от 15-20 минут езды от центра. Ухожу. Ругается.
Мне понравилось, что здесь гуляют туристы. Еще и с камерой, понятно, кому это понравится. Наверное, пойду по улице вверх. Здесь каждые 20-30 метров всегда что-то происходит. Тут женщина собирает в мешок дерево какое-то, бэушный кирпич, скорее всего, выставлен на продажу. Что-то строят, тут мусор, пошла торговля, стиральные машинки, телевизор. Не знаю, что они здесь делают, как это объяснить. То ли это продается, то ли просто выкинули. Снова магазины. Здесь пошли мастерская. Здесь работают с кожей, что-то разделывают. Прошел еще 60-70 метров. И вот смотрите, дом 50-х годов. Сейчас пойду в подъезд, посмотрю, как устроено. Гляну. Опа, зажегся свет. Маленькие такие ступенечки на второй этаж. Здесь что? Здесь у нас подвал. Вот, подняться выше. Ну, там, я так вижу, уже там нет света, поэтому нечего там уже снимать. Классные выступы. Рядом, похоже, был пожар. Видите, даже крыши уже нет. Я бы уже, наверное, и не удивился бы даже, что здесь кто-то живет. Конечно, друзья, далеко не весь Стамбул такой. Есть прекрасные, современные новые районы, бизнес-центры. Я нахожусь в районе Фатих, как я уже говорил выше, тот самый район, в котором находятся все основные знаменитые достопримечательности. Да, реально здесь живут люди. Да. Вот опять, я не знаю, я уже, конечно, немножко сбился с маршрута. Я так понимаю, что я уже забрел в какие-то совсем дебри, не то что не туристические. Я думаю, что сюда особо и местные жители не ходят. Вот люди сидят, кушают, смотрят телевизор, возможно, даже семья. Понимаю, почему это не сносят. И смотрите, ниже магазины, идет торговля. Друзья, еще 150 метров по дороге вверх. И смотрите, как меняется картинка. Контрастный город. Охренеть. Да уж, морские курорты. Загулялся. Мираба. Парни сортируют мусор, грузят в мешки. Наверное, думаю, мне нужно уже отсюда уходить. В любой стране есть богатые люди и олигархи, конечно, но сложилось мнение вот за эти пару дней, что простые люди в Стамбуле живут не особо. Высокие зарплаты в Турции — это у врачей, у юристов, у адвокатов, у учителей неплохие, но простой народ не сказал бы. Если вы любите вот эту всю историю, вот эти все памятники архитектуры, мечети, руины, которым там по 3000 лет, по 4000 лет, то вам, конечно же, здесь будет очень интересно, потому что, правда, здесь очень много всего этого. Может быть, еще вы хотите посмотреть необычную архитектуру, к примеру, какой-то быт, не похожий на наш. Ну, конечно, вам здесь будет очень интересно, потому что здесь, правда, есть что в этом плане посмотреть. Недалеко от нашего отеля находится мечеть. На территории есть интересное, необычное дерево, и его как-то здесь почитают, огорожено заборчиком. Я гуглил, но никакой информации об этом не нашел. Может, кто-то знает его историю, почему, что и как. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что выглядит это и вправду необычно. Ну и напоследок, на территории мечети находится очень старое мусульманское кладбище. Вот оно. Первую часть на этом буду заканчивать, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Всем пока.